Приветствую! Запишем обзор обновления анализа криптовалют. Рассмотрим сегодня биткоин, несколько альткоинов, а также пару доллар-рубль. Начинаем, как всегда, с биткоина. После вчерашнего пролива мы получили неплохой отскок наверх. Видим хорошие объемы, хорошую откупную тень. Все данные факторы говорят о скором развороте. Если посмотреть на более мелкий таймфрейм, здесь по-прежнему два варианта, как мы рассматривали в предыдущем видосе. Либо здесь 1, 2, 3, мы сейчас растем в волне 4, будет еще одно обновление дна, лоя, и потом уже рост наверх. Это первый сценарий. Второй же сценарий – это то, что мы уже все завершили и получили растяжение в волне 5, после чего уже начали рост наверх. Подтверждения этому пока нет, ярко выраженного такого заходного импульса здесь пока нет, поэтому для надежности стоит по-прежнему подождать нормального разворота. Что касается прогнозов, либо мы уже начали рисовать 1, 2, 3, 4, 5 с ближайшими целями на предыдущем хае, это в районе 65 тысяч, либо мы еще раз обновим лой и потом уже будем двигаться наверх к ближайшей цели 65 тысяч. Оба варианта, как видите, лонговые, но их нужно иметь в виду. Естественно, есть вариант и просто сейчас скатиться вниз, этого никогда нельзя отменять, но как приоритет я для себя держу данные структуры. По мне, так волна 5 еще не дорисована, и подтверждения ее начала также пока нет. Стоит понаблюдать, посмотреть, убедиться в развороте, и потом уже залетать в лонги. Что касается эфириума. По эфириуму у нас также мы прошили расчетную зону коррекции, получили неплохие объемы, неплохие откупные тени и остановились практически на пике волны 1. О чем это говорит? О том, что скорее всего здесь ниже-то не пойдем, иначе вся разволновка у нас здесь сломается. Но этого исключать нельзя, потому что если мы потом примем структуру треугольника, то заход за пик волны 1 будет вполне нормальным. Поэтому здесь рекомендуется также дождаться разворота и потом уже следовать вот этой стрелочке наверх. Пока что здесь все это выглядит пока как отскоки. Полноценного заходного импульса здесь также нет. По эфириуму прогноз все тот же. Ждем подтверждения разворота, и ближайшая цель у нас предыдущий хай. Вот здесь. Что у нас по риплу? По риплу, пока вчера записывал обзор, он у нас уже как раз пролился в эту же отмеченную зону и удивительно остановился. Опять-таки это подтверждает ту теорию, что структуру мы нарисовали все-таки правильно. Разворота мы пока не нашли, не увидели, поэтому здесь также может еще снижаться это дело и потом только наверх. Это стоит иметь в виду при открытии позиции. Прогноз по-прежнему на предыдущий хаи в район $2, здесь также без изменений. Прогноз по риплу в силе. Так, давайте посмотрим пару доллар-рубль, просили в комментариях. Что у нас здесь? Давно мы ее уже рассматривали, и прогноз, в принципе, пока что в силе. Здесь мы наблюдаем пятиволновку, прошедшую в рамках волны 1, и сейчас у нас идет снижение. Данный сценарий может отмениться, если мы пробьем вот этот данный уровень, отмеченный желтой линией. Своеобразный стоп-лосс. Я уже свои мысли 100 раз озвучивал, я покупаю доллары, и даже если они будут терять в цене, если рубль будет укрепляться, я буду только докупать доллары по более выгодным ценам, так как в перспективе, в долгосроке, рубль для меня это очень рисковый актив. Что можно сказать здесь еще из моих наблюдений? Здесь объемов нет, но вот на данном графике есть отображение объемов. И что вот здесь видно, если посмотреть, на каких уровнях закупаются, то вот на данном уровне в районе 73 сидят очень-очень большие объемы. То есть кто-то планомерно, постоянно здесь все это дело выкупает, набирает позицию перед тем, как пойти наверх. То есть как только цена сюда спускается, кто-то все это дело набирает. Здесь на данном уровне объемов очень много, поэтому сюда мы пришли, но даже если мы прольемся ниже, то велика вероятность, что здесь любители набирать позицию также все откупят и пойдем наверх. Если брать более продолжительный период, ну даже вот здесь возьмем, вот отсюда и до сюда, то все равно вот он уровень, где больше всего объемов, и здесь все набирают. Поэтому имейте в виду, уровень 73 это отличный уровень для того, чтобы купить доллары, если они вам нужны. Будет ли дешевле? Возможно, но с точки зрения вероятности, вероятность пойти выше с данных уровней выше, а вероятность пойти ниже ниже. И посмотрим еще несколько криптовалют из комментариев. Атом просили. Что у нас здесь? Из прошлых прогнозов предположительно тройка была завершена. Здесь у нас наблюдался заходной.
И данные уровни мы посетили, после чего немного их вверх пробили и все, и скатились вниз. Что у нас сейчас на графике, давайте посмотрим. Предыдущий прогноз нормально отработал, и теперь видно, что вполне вероятно, что вот тройка завершилась здесь. Данную разволновку можно убрать. Отметим уровни глобальной коррекции в 4-й волне. Вот они, данные уровни, мы их уже прошили. Вплотную подошли к уровню сопротивления и бодро отсюда отскочили. Какие рекомендации здесь можно дать? Также, если хотите заходить более надежно, то не спешите и ждите, когда будет адекватный сигнал на разворот. Как минимум заходной импульс, на откате которого брать со стопом за основание. И если же хотите более дешевые цены, то вполне вероятно, что вот это было дно, и на любых проливах можно подбирать. Но это будет более рискованно, и выбор только за вами. Я же сторонник более надежного входа, и поэтому буду дожидаться заходной импульс, если захочу взять эту монету. А так, перспектива роста, как обычно, предыдущий пик – это первая зона, куда мы можем прийти в волне 5. По времени не смотрите, здесь только ценовые уровни. По времени можем еще долго пилить. И еще что-то я хотел посмотреть. Да, еще одна монета, которую уже несколько раз просили под разными видео. ИЦП. Что это за монета? Почему-то на Binance она имеет очень маленькую историю. Давайте посмотрим на CoinMarketCap, где она вообще торгуется. ИЦП. Интернет-компьютер. Какое интересное название. Да, она на Binance торгуется, но история у нее просто никакущая. То есть мы торгуемся буквально несколько дней. Но здесь анализировать-то толком-то и нечего. Истории здесь нет. Спускаемся вниз и вот-вот начали ощупывать какую-то поддержку. Появился покупатель, бодро откупил, объемы залетели. Но кроме этого, давайте посмотрим на часе. На часе, что у нас здесь на часе видно? На часе, даже давайте на 15 минутках, на часе видно неплохой заходной. Начало, недостроенный заходной по структуре. 1, 2, 3. Сейчас мы в треугольнике 4-й волны и должны выстрелить наверх, если все пойдет по плану. Первый уровень, предыдущий пик, расчетный уровень сюда. То есть до 300 вполне может. Но первый уровень это 220. И что это у нас будет, если все пойдет, как говорится, по плану, то это движение будет в рамках волны 1, потом будет откат в данную проторговку 2 и дальше пойдет в 3. Пока выглядит неплохо, если ничего у нас тут не поломается. Пока график показывает нам хорошие перспективы. Все это дело у нас, естественно, отменится, если мы пробьем лой основания начала движения. Вот такие перспективы по данной монете. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы сейчас делаете, покупаете, продаете, сидите на заборе, как говорится, смотрите со стороны. Счастливо!